Всем привет! На предыдущем занятии мы рассматривали, как сделать копию таблицы. И делали копию таблицы. Таблица orders 2 копии. Так, тут у меня сейчас данные есть в этой таблице загружены. Нету данных. То есть, чтобы таблицу очистить, тут правой кнопкой нажимаем, и есть такое меню Empty Tables. Очистить таблицу. Удалить таблицу, здесь меню Drop. Это полностью таблица удаляется вообще. А Empty Tables очищает таблицу. Вот. Выведем нашу таблицу Orders 2. Вот она. И у нас такая задача. Скопировать точную копию таблицы Orders 2 в таблицу Orders 2 копии. При этом единица измерения должна быть с маленькой буквы. То есть штука с маленькой буквы, комплект с маленькой буквы, банка с маленькой, литр, килограмм нормально, лист с маленькой буквы. Значит, разберем такую сперва команду. Называется она Distinct. Вот эта вот строчка. Select Distinct EDI from Orders 2. From Orders 2. Что это означает? Что это означает? Это значит, вот выведем эту команду, выполним. Видите, выводится, если мы выведем Select EDI from Orders 2 из таблицы, Select EDI from Orders 2, выводим только исключительно единицы измерения, Ctrl-Shift-F9. Выводится, видите, единицы измерения все, штука, оно повторяется. Штука повторяется, литр, килограмм повторяется. А чтобы вывести значение только уникальное из этой таблицы, есть такое понятие distinct. Перед полем ставим слово distinct, select distinct EDI from orders 2, Ctrl-Shift-F9. И получается у нас уникальное значение. Значит, получается штука, комплект, банка, литр, килограмм и лист. Так вот, значит, штука, комплект, банка и лист нам нужно сделать с маленькой буквы. Запомнили. 1, 2, 3, 4. 4 значения надо поменять. Теперь, distinct поняли, что такое. Теперь изучим такую конструкцию очень полезную для SQL. Называется конструкция case end. Case end. Вот, значит, тут какая-то переменная b, поле b выводится, а тут case, выбор. Если значение n, вот значение n, равняется единице, то тогда b принимает значение 11. Если значение n равняется 2, то тогда значение b, выводимое, равняется 22. В других случаях, n не 1 и не 2, а другой случай, то тогда b принимает значение 0. 0 это значит нулевое значение. 0 пустое значение. Ну и end на конце. Начинается с case, заканчивается с end. Вот. Значит, воспользуемся этой конструкцией. Значит, смотрим. В нашем случае мы берем единицу измерения, ищем. Вот я написал уже эту конструкцию. Вот, значит, что у нас тут новое. Выделенное это новое у нас. Вот select звездочка from orders 2 выводит всю нашу таблицу, правильно? И дополнительно еще поле add будет выводить в начале таблицы, которая будет принимать значение add.
То есть берется значение Эдди, и если оно равняется штука, тогда ед принимает штука с маленькой. В противном случае add принимает значение Эдди. Ну и конец. Вот, понятно, да? Или нет? Не знаю. Вот выведем еще эту команду. Ctrl-Shift-F9. Вот. Еще раз выделю. Я ее выполнил. Выделю. Значится, вот. То, что не выделено. Select звездочка from orders 2. Вот выводятся все значения. Столбцы D, ID, mat, matname, ED, видите, выводится. Все выводится. А первым столбцом выводится столбец add, который принимает значение. Если Эдди, вот Эдди, равняется штука с большой буквы, то add принимает значение штука с маленькой. Видите? Принял значение штука с маленькой. В других случаях, если Эдди не штука, а что-то другое, вот комплект, то тогда add принимает значение Эдди. То есть комплект Эдди принимает значение комплект, тоже с большой буквы. То есть вот сработало на штуку. Была штука с большой, штука с маленькой. Все остальное оставила прежним. Теперь, значит, вот штуку мы смогли поменять. Теперь нам осталось поменять комплект банка и лист. Вот мы эту конструкцию запишем. Вот я уже написал эту строчку. Мы можем с вами ее еще раз разобрать. Эта конструкция начинается вот здесь вот. Это записано здесь. Вся конструкция. Что тут идет? Значится, из таблицы orders 2, from orders 2 выводится по порядку поля dep, id, mat, matname, add, вот это вот add, это новое будет поле, add, видите, add. Значит, выводим из таблицы orders 2 поля. Сначала dep, потом id, mat, matname, потом поле наше новое add, вместо Эдди, потому что оно должно замениться. Потом range, квартал, prof1 и так далее. Вот как в таблице прописано все, мы через запятую это все прописываем. prof5, prof5 price, prof6 sum, потом all c, all price, all sum, ну и все. То есть изменения только вот в этом случае. Case, значит case. Видите, если Эдди, наша Эдди, принимает значение штука, то тогда add будет принимать значение штука с маленькой. Если Эдди будет значение комплект, то тогда add будет принимать значение комплект. Если Эдди равняется банка с большой буквы, то значение add будет принимать значение банка с маленькой. Если Эдди равняется лист большой, то тогда значение add будет принимать значение лист. Во всех остальных случаях add будет принимать просто значение Эдди. Ну вот как-то так. Теперь выполним эту команду. Вот это вся команда, вы можете ее посмотреть, сами записать в своем этом HeyDSQL и выполнить. Вот я выполняю эту команду. Вот эта вся команда вот выделенная полностью, вся команда. Выполняю Ctrl-Shift-F9. Что мы видим? Видите, все начало писать с маленькой буковки. Для примера мы перед кейсом вставим еще поле Эдди.
Тут у нас поле add наше новое, а поле eddy старое. Для примера еще тут добавим eddy. Вот eddy ставим, запятая. Вот, и выполняем еще раз. Ctrl-Shift F9. Вот видите, eddy поле наше старое и новое поле. Значит, была штука, стала штука маленькая, был комплекс большой, стал комплекс маленькой, была банка с большой, стала банка маленькая, что тут еще? И лист, вот был с большой, лист с маленькой. Вот эта команда. Все, значит, мы вывели эту таблицу красиво. Теперь нам надо ее записать в orders 2 copy. Для этого существует конструкция, вы же помните. Insert into orders 2 copy, а потом select from orders 2. Так вот, вместо select orders нам 2, select from orders 2, нам нужно записать, вместо вот этого вот помеченного, нужно записать вот эту вот всю строку. Вот эту всю строку. Только eddy нам надо убрать, потому что eddy нам не нужен, нам надо новый add просто. Вот мы это и делаем. Берем, пишем insert into orders 2 copy, select, а потом дальше, enters order 2 copy пишем, а потом дальше добавляем вот этот select сверху. Select. Убираем только eddy. Eddy убрать поле полностью. Вот, стираем назад. Eddy убираем. Видите? Select dep, ID, mat, name, потом case идет наш под названием add, потом range, quartal, перечисляем все поля подряд, выполняем эту команду. Ctrl-Shift F9. Вы можете записать, проверить, посмотреть. Вот я выполнил, написала insert into orders 2 copy, 30 строк. Вот это вся строчка. И таблица полностью скопировалась из orders 2 в orders 2 copy, за исключением только столбца eddy, который преобразовался. Теперь посмотрим данные этой таблицы. Вот мы вставили, orders 2 копия был пустой. Сейчас посмотрим данные. Вот данные нашей таблицы. Так, что-то ничего нету. Сейчас посмотрим. А вот, появилось. Вот видите, orders наш 2. Видите, штука с большой, штука, банка с большой. А orders 2 копии уже все с маленькой. То есть мы привели к единому стандарту. То есть вот эта вот выделенная команда это сделала. Теперь мы можем вывести select звездочка from orders 2 copy и увидеть данные на экране. Select звездочка from orders 2-copy. В кавычках, конечно же. Вот, выполняем. Видите, с маленькой буквы. Все, вот эта вот строчка, которую я вот написал, это делает, копирует из одной таблицы в другую данные, причем одно поле преобразует. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Можете поставить лайки, если есть возможность, и так далее, и тому подобное. Все, до встречи. До новых встреч.